Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать, как сделать мужской букет. Такой букет подойдет на любой праздник, на день рождения, на 23 февраля, что очень актуально, на юбилей, Новый год или же просто как знак внимания. Ну что, начнем? В первую очередь необходимо насадить раков на шпажки. Кстати, прежде чем насаживать раков на шпажки, их нужно сварить. Итак, есть два способа сделать это аккуратно. Первый. Необходимо аккуратно ввести шпажку от начала шейки, под самым панцирем, чтобы не повредить мясо. Работать надо очень аккуратно, иначе выйдет сок. Второй способ немного попроще. Шпажку вводим с конца шейки, но здесь главное не ввести ее глубоко, иначе можно порвать желудок. Теперь насаживаю на шпажки острый перчик. Работать с продуктами лучше в перчатках, тем более, если вы делаете на подарок. Но перчик насаживается очень легко, с этим не должно быть проблем. Далее нужно сделать косички из сыра. Он уже продается в виде косички, но по мне это очень широкие массивные косы получаются. Я решила сделать их немножко потоньше, поэтому я расплела основную косичку, поделила сыр и сплела их по-новому. И снова вставляем в основание косички шпажку. Сыра много не бывает, поэтому можно сделать несколько таких косичек. Ну а я уже перехожу к конфетам. Конфеты это непростые, они с жидкой начинкой, горячительной, поэтому протыкать их нельзя. Шпажку закрепляю на конфеты при помощи клейкой ленты, обычного скотча. Держится отлично, вид презентабельный и начинка в целости. И напоследок, конечно же, пиво. Здесь для крепления понадобится 4 шпажки. Я их обмотала вокруг пива скотчем. И этот же скотч, помимо того, что мы проклеиваем все 4 шпажки на бутылке, мы спускаем его ниже, стягивая при этом шпажки. Ну а теперь непосредственно сборка букета. Собирать этот букет я буду каскадом. Шпажки располагаю крест-накрест друг к другу и как можно ближе, чтобы букет не распался.
Каждый слой лучше перевязать лентой. Из-за пива букет получается достаточно тяжелым, и если тяжело держать в руке, можно спокойно положить его на стол. В качестве упаковки в этот раз я использую одноразовую скатерть. Мне понравился приглушенный цвет полотна и его текстура. Брала я его в Ашане. Там очень разнообразные оттенки этих скатертей, и цена тоже прекрасная, 50 рублей за полотно размером 2 на 2 метра выйдет, ну как минимум 3 букета. Самостоятельная сборка такого букета имеет много плюсов. Во-первых, вы знаете, как он собирается, насколько свежие раки, а для раков это важно, и какие саннормы были при изготовлении. Второе, не менее важное, это цена. Этот букет мне обошелся в 3 раза дешевле аналогичного букета из интернет-магазина. А это, в свою очередь, несколько тысяч. Таким образом, есть прекрасный повод порадовать и любимого, и при этом сэкономить на новые туфельки. Вот и все, букет готов. Мне нравится оформление без слюды.
Но если же вам предстоит выносить его на улицу, конечно же, тогда необходимо дополнительно обернуть его слюдой. Пишите в комментариях, считаете ли вы такой букет подарком. Если есть вопросы, конечно же, спрашивайте, я обязательно отвечу на них. Прекрасного вам настроения, не забывайте подписаться на мой канал и до встречи!